Маринованные шампиньоны, очень нежные и пикантные. Все очень просто и быстро. 500 грамм шампиньонов моем и отрезаем нижнюю часть ножки. Грибы кладем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, чтобы грибы были полностью покрыты жидкостью. Добавляем 1 чайную ложку 9% уксуса. Ставим на огонь и доводим до кипения. Пока грибы варятся, подготовим овощи и зелень. Мелко нарезаем 1 небольшой репчатый лук, несколько перышков зеленого лука, небольшой пучок укропа и половину болгарского перца. Перекладываем все в миску. Выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока и перемешиваем. Грибы закипели, снимаем пену, убавляем огонь и варим 10 минут. Затем сливаем воду. К овощам и зелени добавляем грибы, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, смесь перцев по вкусу, 1 чайную ложку 9% уксуса и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой или пленкой и ставим в холодильник мариноваться на 2 часа. Перед подачей заправляем подсолнечным маслом 2 столовые ложки. Шампиньоны получаются просто бесподобные, очень нежные и пикантные, а готовятся легко и просто. Нежный и очень вкусный салат «Зимний лес». А перед тем, как начнем готовить, проверьте, подписаны ли вы на канал. Если нет, то, пожалуйста, подпишитесь. Напишите комментарий и поставьте лайк, мне будет очень приятно. 350 грамм шампиньонов нарезаем небольшими кусочками. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до готовности. В конце солим. Перекладываем на тарелку, чтобы быстрее остыли. Мелко нарезаем 1 репчатый лук. Кладем его на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до прозрачности. Морковь натираем на мелкой терке. Добавляем к луку и тушим до мягкости овощей. Немного солим. Затем перекладываем на тарелку, чтобы быстрее остыло. 3 маринованных огурца нарезаем мелким кубиком. На блюдо ставим кольцо от разъемной формы, у меня диаметр 18 см, и выкладываем слоями. 3 небольших вареных картофеля натираем на крупной терке. Слегка солим, чтобы картошка не была пресной, и немного майонеза. Разравниваем. Затем выкладываем грибы. Майонез. Огурцы. Немного майонеза.
Затем лук с морковью. Майонез. И сверху натираем на крупной терке плавленые сырки. У меня сливочные. Ставим в холодильник пропитаться часа на 2. Украшаем укропом. Убираем кольцо и подаем. Салат получается нежный и очень вкусный. В нем идеальное сочетание всех ингредиентов. На праздничном столе не останется без внимания. Попробуйте приготовить. Готовим намазку на хлеб из печени минтая. Печень минтая 220 грамм выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. На мелкой терке натираем одно вареное яйцо и один плавленый сырок. Мелко нарезаем несколько перышков зеленого лука. Печень минтая разминаем вилкой. К яйцу с сыром добавляем печень минтая, зеленый лук, 1 столовую ложку майонеза и хорошо перемешиваем. Получается очень вкусная, нежная и полезная намазка на хлеб. Готовится буквально за считанные минуты. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам тоже понравится. Морковь натираем на мелкой терке. В миску кладем плавленый сыр, у меня сливочный. Добавляем сметану или майонез, морковь, и смесь перцев. Все хорошо перемешаем, и начинка готова. Берем огурцы маринованные и при помощи овощечистки нарезаем такие вот длинные полосочки. Огурчики лучше брать большего размера, чем у меня. Теперь на край полосочки кладем начинку и сворачиваем рулетом. Вот такая получается вкусная, пикантная закуска. Готовится за считанные минуты. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Сегодня я к вам с очень интересным рецептом салата. Он настолько вкусный, что не передать словами. Лук нарезаем четверть кольцами. Перекладываем в небольшую емкость. Добавляем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 100 мл холодной воды. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться, пока подготовим другие продукты. Баклажан разрезаем вдоль, а затем нарезаем полукольцами. В сковороду с разогретым подсолнечным маслом выкладываем баклажаны и жарим с 2 сторон на среднем огне до готовности. Затем выкладываем на тарелку, чтобы остыли. Кабачок также разрезаем вдоль, а затем полукольцами и обжариваем с 2 сторон на среднем огне, как и баклажаны. Затем перекладываем на тарелку, чтобы остыли. 2 помидора нарезаем дольками. Петрушку мелко рубим. В салатник кладем баклажаны, кабачки, маринованный лук, предварительно отжать от маринада, помидоры, петрушку,
соль по вкусу, смесь перцев и хорошо перемешиваем. Даем салату настояться минут 30 и подаем. Салат просто идеальный, он настолько вкусный, что не передать словами. Отлично подойдет к шашлыку, любому мясу или просто как самостоятельное блюдо. Попробуйте приготовить. Готовим нежный, свежий и очень вкусный закусочный рулет из лаваша. Тонко шинкуем 200 граммов пекинской или молодой белокочанной капусты. Мелко нарезаем пучок укропа. Нам понадобится 2 листа лаваша, размер 30 на 40 сантиметров. Берем один лаваш и смазываем его майонезом 2-3 столовые ложки. Сверху посыпаем половиной порции укропа. Накрываем вторым листом лаваша. Смазываем оставшимся майонезом. Сверху на лаваш натираем на мелкой терке 4 вареных яйца и 200 граммов крабовых палочек. Распределяем равномерно. Сверху выкладываем капусту. И присыпаем оставшимся укропом. Сворачиваем плотно в рулет. Заворачиваем в пленку и кладем в холодильник часа на 3 пропитаться. Достаем из холодильника и нарезаем на порционные кусочки. Вот так рулет выглядит в разрезе. Яркий, нежный и очень вкусный. А капуста придает свежести и легкости. Попробуйте приготовить. Желаю вам приятного аппетита и готовьте с удовольствием. Нежнейший, сочный и очень вкусный салат. 2 моркови натираем на терке для корейских салатов. Куриное филе запекаем в духовке со специями. Как я запекаю филе для салатов, я оставлю ссылочку под видео и на экране. Остывшее куриное филе нарезаем небольшими кусочками. К моркови добавляем мясо, консервированную кукурузу, 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец по вкусу. Заправляем майонезом 2-3 столовые ложки и хорошо перемешиваем. Салат можно подавать сразу. Получается нежный, сочный и очень вкусный салат. Готовится легко, съедается моментально. Если курочку приготовить заранее, на приготовление салата уйдет буквально 10 минут. Готовим праздничный салат «Янтарный браслет». Сначала подготовим все продукты для салата. Морковь отварить и натереть на мелкой терке. Ветчину нарезаем сначала кружочками, а затем тонкой соломкой. Маринованные огурчики также нарезаем тонкой соломкой. Твердый сыр натираем на крупной терке. Яйца отварить и натереть на крупной терке. Куриное филе отварить и разобрать на волокна. Берем стакан и смазываем его растительным маслом. Устанавливаем центр блюда и начинаем формировать салат. Первый слой у нас идет куриное филе. Делаем сеточку из майонеза. Затем сыр.
сеточка из майонеза, ветчина, майонез. Все ингредиенты вы сможете увидеть в описании под видео. Далее идет морковь, маринованные огурцы, майонез, яйца, майонез, и заключительный слой – кукуруза. Равномерно распределяем и ставим в холодильник пропитаться на 2 часа. Вынимаем стакан, он хорошо вынимается из-за того, что мы его смазали растительным маслом. И украшаем зеленью, огурчиками и гранатом. Салат получается очень вкусный, сытный и красиво смотрится на праздничном столе. Приготовьте и удивите своих родных и близких. Фаршированные шампиньоны. Перед тем, как начнем готовить, проверьте, подписаны ли вы на канал. Если нет, то, пожалуйста, подпишитесь. Напишите комментарий и поставьте лайк, мне будет очень приятно. 650 грамм шампиньонов моем, по желанию чистим и срезаем ножки. Мелко нарезаем ножки шампиньонов. И 1 репчатый лук. На сковороду с разогретым подсолнечным маслом кладем лук. Обжариваем до прозрачности. Затем добавляем грибы и жарим до готовности. Перекладываем на тарелку и даем остыть. Мелко нарезаем пучок укропа. В миску кладем 450 грамм мясного фарша, у меня свиной. Добавляем грибы с луком, укроп. Немного укропа оставим для украшения. Солим по вкусу. Пол чайной ложки копченой паприки. Пол чайной ложки смеси перцев и хорошо перемешиваем. Из фарша формируем шарики одинакового размера. У меня 12 грибных шляпок, соответственно, мне нужно сформировать 12 шариков из фарша. В форму выкладываем грибные шляпки, слегка солим и сверху кладем шарики с фарша. Ставим запекать в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 100 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. Достаем грибы из духовки, посыпаем сыром и ставим в духовку еще на 5 минут, чтобы расплавился сыр. Фаршированные шампиньоны выкладываем на блюдо и посыпаем укропом. Подаем в горячем виде. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.